От пациентки. Основные жалобы на данный момент – сильная слабость, сильное онемение левой голени во время приседания на корточке. Ощущение, что в левой голени что-то мешает, боль правого бедра, само бедро онемевшее, но постоянная, ноющая боль в бедре и выше. Постоянные боли в мышцах рук и ног, онемение левой половины тела, нарушение координации, сильная утомляемость. Были длительные эпизоды невыносимой боли, как будто внутри костей. На габапентине сейчас легче, другие обезболивающие не помогали. Резкое ухудшение здоровья с 2019 года. В июле 2020 года ОРВИ с температурой до 40,5 градусов. В течение 10 дней, каждые 3 часа, тромбоцитоз 720. Август 2021 года. Боль, отечность в левой голени. С января 2022 года частые эпизоды повышения пульса до 180 в минуту. Июль-август 2022 года. Обострение боли в суставах. Сентябрь 2022 года. SARS-CoV-2 с выраженным астеническим проявлением, сильное снижение температуры, давления, пульса. Июль 2023 года и далее. Начало выраженного обострения. Сильные боли в суставах, мышцах, не снимаемые обезболивающими, нарушение координации, ощущение тока по телу, сильная слабость, СОЭ до 30. Хроническая железодефицитная анемия, ферритин меньше 4,0, а железо 2,0, 5,0. Заключение ревматолога, октябрь 2023 года, неуточненная энтизопатия. В дальнейшем подозрение на полимиозит. Игольчатая ЭМК, картина первично-мышечного поражения, несколько разных туннельных синдромов. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 46 лет, дата исследования 23 октября 2024 года. Область исследования – тазобедренные суставы на серии МР-томограмм, взвешенных по Т1, 2 и протонной плотности с подавлением сигнала от жировой ткани в корональной и аксиальной плоскостях визуализируются структуры тазобедренных суставов. Соотношение костей в тазобедренных суставах не изменено. Правый тазобедренный сустав, высота суставного хряща в наружных отделах головки, а также смежном участке полулунной поверхности вертлужной впадины умеренно снижена, структура суставной поверхности вертлужной впадины неоднородная с наличием хондральных дефектов. Отмечается субхондральный склероз наружных отделов вертлужной впадины. Целость связки головки бедренной кости не нарушена. Суставная губа, капсула сустава и укрепляющие ее связки не изменены. В полости сустава имеется минимальное количество жидкости. Прилежащие мышцы интактны. Левый тазобедренный сустав, высота суставного хряща в наружных отделах головки, а также смежном участке полулунной поверхности вертлужной впадины умеренно снижена, структура суставной поверхности вертлужной впадины неоднородная с наличием хондральных дефектов. Наблюдается субхондральный склероз наружных отделов вертлужной впадины. Целость связки головки бедренной кости не нарушена. Суставная губа, капсула сустава и укрепляющие ее связки не изменены. В полости сустава визуализируется минимальное количество жидкости. Прилежащие мышцы интактны. Интенсивность МР-сигнала от бедренных костей и костей таза в зоне сканирования не изменена. Заключение. МР-картина остеоартроза правого и левого тазобедренных суставов первой и второй стадии. Минимально выраженный двусторонний синовит. Рекомендована консультация травматолога. 12 ноября 2024 года. К.М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, с суставами, по большому счету, нормально все. Есть небольшой артроз первой, второй стадии и минимальный синовит, воспаление в суставах, симметричное с обеих сторон. Это может давать минимальный дискомфорт, иногда боли при нагрузке, не более того. Тут нужна консультация травматолога. Мышцы в зоне сканирования не изменены, признаков их воспаления, миозита нет. Имеет смысл сделать МРТ поясничного отдела позвоночника на предмет наличия грыж и с результатами к неврологу.